Добрый день, мои дорогие подписчики! Это видео очередное под рубрикой «Сапожник без сапог», где я начинаю вязать себе кардиган. Даже не знаю, кардиган, жакет, кофточка или какая. То есть я до конца еще не знаю. Решила немного изменить формат своих видео, поскольку сейчас лето. Мы потихонечку перебираемся на дачу, а там очень большая проблема со связью, поэтому даже монтировать видео мне приходится приезжать к себе домой. И поэтому, если вам будет интересно, то я несколько видео планирую отснять немного другого формата. Кто вот следит за работой моего канала, знает, что когда я показываю мастер-класс, то сначала я показываю готовую работу, подробно рассказываю о ней, рассказываю, с какой пряжи, спицами, крючком, какими вязала. Затем делаем расчеты, показываю подробно, как все это я вяжу, и уже в конце своего мастер-класса, вплоть до того, как убираю ниточки или пришиваю пуговицы. И уже вы заранее видите работу и уже решаете для себя, подходит она вам или не подходит. Но сейчас времени катастрофически не хватает, а все равно, помимо дачных работ, я продолжаю вязать, поэтому я решила сделать по-другому. Я буду вязать и буду показывать процесс своей работы. Вот, например, да, как сейчас. Лето наступило, и оказалось, что мне срочно нужен кардиган или жакет, повторюсь, то есть до конца я еще не знаю. Отправляющей точкой для меня послужило, что мне нужна очень тоненькая вещь, чтобы она была легкая и чтобы была сообразной горловиной. У меня есть вот такая схема, и я решила опираться на эту схему и вязать. Буду вязать от горловины. Пряжу я уже тоже подобрала. В моем случае пряжа это фирмы Пехорка, успешные. В 50 грамм 220 метров. И цвет, если кому интересно, 439, малиновый. Я буду вязать вот из этой пряжи. И сначала, то есть вы можете, если вы будете вязать вместе со мной, то можете вязать из любой пряжи. Можно из хлопка, можно хлопок взять другой толщины, можно связать там хлопок с акрилом или с хлопок с мериносом. В зависимости от состава пряжи будет или более легкая, или более теплая у вас вещь. Но это вот моя. То есть пряжа мой выбор. И в первую очередь, конечно, нам надо связать образец. Вот мой образец. Не обращайте внимания, вот он такой длинный-длинный. Я не стала его очень широким делать, поскольку я знаю приблизительно свою плотность. Я не могла определиться сначала с крючком. Я вот начинала, поскольку здесь не указан точный размер крючка, есть только размер спиц. Спица вот здесь указана 3, но я взяла крючок 2,5, но мне показалось, что это очень даже редко. Вот сейчас я на белой бумажке покажу. Может быть, кого-то и устроит этот вариант. Вот смотрите. И я постепенно убавляла на крючок. Начинала вот с 2,5, потом 2,25, 2. И вот уже вот от маркера я все-таки решила вязать крючком 1,75. Вот он мой крючок, 1,75. И уже мои дорожки. Сейчас я покажу по этому рисунку. Рисунок несложный. Мне главное очень понравилось, что здесь показан вот плавный переход горловины, как вывязывать. И красиво мне понравилась вот такая регланная линия. Но когда я связала, мне показалось, что тоже он что-то у меня получается дырявым. Вот такими, поскольку тут через один ряд идут вот такие ажурные квадратики. Поэтому я решила эти квадратики заменить другим рисунком. Внесла небольшие изменения. Вот я сейчас покажу. Здесь у меня 3 рисунка. Они практически все одинаковые. Это у меня здесь попкорн.
хорн. Здесь у меня обвитые столбики. И здесь тоже пышный столбик, но он провязан в тело столбика с накидом. Я хочу вам показать и предложить, какой вариант вам больше устроит. Все, вот через один ряд они, вот сейчас я покажу эти ряды. Вот этот ряд, вот который, он идет в чередовании. У нас 5 столбиков с накидом. И затем идет вот такая галочка. Это в основании воздушной петли. Мы провязываем 2 столбика с накидом, и между ними 1 воздушная петля. Но я вам покажу, как это все вяжется. Этот у меня ряд провязан. И поэтому сейчас я покажу тот ряд, который идет по рисунку. Я вяжу 2 воздушные петли для подъема. Я никогда не вяжу 3 петли, почему-то мне больше такой вариант нравится. И провязываю 2 столбика с накидом. Вот 1 столбик с накидом в столбик предыдущего ряда, 2 столбик с накидом, 1 воздушная петля. В основании я 1 столбик пропускаю и провязываю в следующий 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Рисунок очень простой. Вот у нас получается вот это квадратик. Это как вяжется филейная сеточка. Теперь мы делаем 1 воздушную петлю, и под арочку из 1 воздушной петли предыдущего ряда мы провязываем 1 столбик с накидом, воздушная петля и еще 1 столбик с накидом. 1 воздушная петля, и здесь повторяемся, как мы здесь вязали. Значит, 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, пропускаем 1 петельку и 2 столбика с накидом. 1, 2. Вот у нас получается раппорт нашего рисунка. Это 10 петелек. Это вот галочка такая и вот эти 5 столбиков. Работу поворачиваем. И тот ряд, который вяжется, вот я вязала во всех рисунках одинаково. 2 воздушные петли для подъема и 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1 воздушная петля. И под арочку из 1 воздушной петли мы провязываем 2 столбика с накидом, и между ними 1 воздушная петля. И следующие 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас с вами получился высоту раппорт нашего рисунка. И теперь я уже хочу показать те изменения, которые можно внести в рисунок, заменив, если вас, например, как и меня, не устроит вот такая дырявость, чем можно заменить. В первую очередь можно заменить пышным столбиком. 2 петли для подъема. Так мы с вами сначала провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. И в 3 столбик с накидом мы провязываем наш пышный столбик. Я вот провязываю 1 столбик с накидом, 2, 3, 4. Я провязала 4. Вы можете провязать любое количество по вашему желанию. Ниточку маленечко я вытягиваю, чтобы она у меня не убежала. И вот нашу, как в основании
нашего первого столбика с накидом я эти петельки вот так. И затем уже следующие 2 столбика с накидом. Раз, 2. Вот эта ажурная полосочка, которая идет посередине, она вяжется во всех рядах одинаково. Это 1 воздушная петля. И под арку из 1 воздушной петли мы провязываем 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля и 1 столбик с накидом. И еще 1 воздушная петля. И теперь еще 1 пышный столбик. 2 столбика с накидом. И в третий мы провязываем. Раз, 2, 3, 4. Ниточку. И объединяем наши петельки. Вот так у нас получается пышный столбик. И следующих 2 столбика с накидом. Вот он у нас с вами получился. Сейчас я провяжу еще 1 ряд с 5 столбиков с накидом в арочку и 5 столбиков с накидом. И уже покажу еще 1 вариант, который можно разместить по этим 5 столбикам с накидом. Теперь я провяжу следующий рисунок. Также я 2 воздушных петли в начале ряда для подъема и 2 столбика с накидом. Раз, 2. В третью петельку я также начинаю вязать столбик с накидом. У меня вот сейчас на спице на крючке 3 петельки. Я первые 2 провязываю. У меня получается столбик как бы не довязан. И теперь я делаю обвитые петельки. Делаю накид и обвиваю вдоль недовязанного столбика. 1 накид, еще 1 накид и еще 1 петелька. И теперь все петли, которые у меня на крючке, я провязываю вместе. Количество петелек также можно менять, любым делать. Можно 2, можно 3, 4, 5. Попробуйте, и уже можно определиться, какое количество вас устроит. Вот я провязала еще 2 столбика с накидом и наша ажурная дорожка. Воздушная петля, в арочку я провязываю столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом и воздушная петля. Теперь 2 столбика с накидом, раз, 2. И вот сейчас я попробую уже 4 сделать обвитие. Провязала 2 петельки, накид и раз, 2, 3, 4. И аккуратненько провязываю их все вместе. И последних 2 столбика с накидом. Раз, 2. Вот что у меня получается. Пряжа у меня все-таки тоненькая. Вот сейчас она белая. Поэтому большой разницы нет. Но если у вас пряжа будет более толстая или будет состав пряжи, например, с мериносом или с акрилом, но из более объемной пряжи, тогда вот эта разница в количестве, в количестве обвитий будет ощутима. И будут вот такие красивые бугорочки. Теперь я провяжу еще 1 ряд. И покажу еще 1 способ. И еще 1 вариант оформления. Также я провязываю 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Раз, 2. Еще 1 третий столбик с накидом. И теперь я провязываю следующим образом.
делаю накид. И вот в тело нашего столбика, вот он наш этот столбик, я провязываю петельку 1, делаю накид еще, делаю накид еще. У меня получается как бы пышный столбик. Вот я 3 сделала и провязываю все вместе. Тоже такая шишечка у меня получается. И вяжу дальше 2 столбика с накидом. На тонкой пряже вот разница практически незаметна, когда мы делаем или вот вдоль нашего столбика с накидом мы делаем обвитие, или провязываем в тело нашего столбика с накидом. Когда вяжешь из более толстой пряжи, то это заметно. Вам решать и вам выбирать, если вдруг вам понравится этот узор. Вяжу ажурную дорожку и продолжаю также 2 столбика с накидом. И теперь в 3-й столбик с накидом я сначала его провязываю и делаю накид и провязываю. 1, 2, 3 и провязываю все вместе. Количество вот этих накидов можно сделать также любое. И следующие 2 столбика с накидом. Вот все 4 варианта. Или дырочка, или пышный столбик, или вот здесь мы делаем обвитие столбика с накидом, или провязываем пышный столбик в тело нашего столбика с накидом. Решать вам, выбирать также. Вы можете, конечно, и подобрать любой другой рисунок. Я решила остановиться на вот обвитом вот этом столбике с накидом. Буду делать я 3 вот, обвития. И вот, то есть мне такой вариант больше всех понравился, и поэтому я буду вязать так. Теперь, прежде чем приступить вот к своей работе, нам надо сделать расчеты. Для этой кокетки я расчеты буду делать так же, как при вязании спицами. Я уже здесь все написала. Написала свою плотность. У меня получается 15 столбиков с накидом, это 5,5 сантиметров. Я смерила обхват шеи, но как-то более свободный, как мне удобно ходить. И у меня получается 45 сантиметров, это 124 столбика с накидом мне надо набрать. И теперь делаем такие же расчеты, как при вязании, при расчете петель при вязании от горловины. Я из 124 убираю 4 петельки наших регланной линии, поскольку здесь вот хорошо видно, что у нас по реглану по одной петле. Я из 124 вычитаю 4 петельки. Получается 120. Вот я их сразу же записала. Поделить на 3 это 40 столбиков с накидом. У нас каждая часть по 40 столбиков с накидом. Пишу пока предварительные нам с вами расчеты. 40 наперед, 40 на спинку и по 20 на рукава. Рукава я решила сделать поуже. И поэтому где-то на 1,5–2 сантиметра. Я посчитала это по 5 петелек. Мне надо убавить с каждого рукава. Поэтому у нас уже после получается, что надо на рукава по 15 петелек, а наперед и на спинку по 45. Так как у нас с вами идет вырез U-образный, эти петельки будут добавляться постепенно, поэтому пока
у нас в расчете вот эти петельки переда нам не надо. Мы только по одной регланной линии и по 15 петелек на рукава и 45 на нашу спинку. Таким образом, нам с вами надо набрать 79 цепочку 79 воздушных петель. И сейчас я уже вам показываю готовую кокетку. Вот что у меня получилось. Я не сумела отснять процесс, как я набирала, то есть петельки, но как вывязывала росток, поскольку была у себя на даче. Сейчас я вам покажу небольшое, прям я видео сумела отснять, какая у нас там сейчас красота. И как все у нас там цветет, все очень-очень красиво. Погода еще такая замечательная, солнышко, очень тепло. Поэтому уже вязала я вечерами, поэтому даже отснять вот этот процесс у меня не было возможности. Но сначала вы посмотрите, а потом я уже продолжу и вкратце расскажу, какой же был у меня процесс моей работы. У нас расцвели вишни. Такая красота. Тюльпаны. Виктория. Может быть, это неправильное название? Говорят, Виктория — это сорт клубники. Но не знаю, у нас всегда называют Виктория. А это наша 12-метровая теплица. Чеснок, еще Виктория, малина, яблони. Уже яблонь начинает ранее цвести. А поздние только-только листочки. А это у нас храм. Из окон видно. Каждую субботу в половине 4 бьют колокола. Всех зовут на службу. А это уже наш земельный участок. Вот там, которые деревья далеко-далеко, это край. А это все наше. Пока земля черная, не видно ничего. Единственное, вот она капуста. А это уже мы посадили на раннюю капусту. Вот. А у соседей у нас участок заброшен. Не обрабатывают. Такой бурьян здоровенный стоит. Вот он у нас участок. Длинный-длинный. Но мы уже все посадили. И картошку, и морковку, и лук, и свеклу, и тыкву. Теперь будем ждать первых всходов. Но, наверное, вероятнее всего, первый все-таки появится трава. Сорнячки наши, сорнячки. Надо будет все полоть. И вот теперь я вам расскажу о своей работе. Набирала я все так же, как и делала расчеты. Я набрала ряд из воздушных петелек и провязала первый ряд столбики с накидом. Вот он у меня идет по рукавам. Сейчас я покажу. Он у меня идет по рукавам, по спинке. Вот и по другому рукаву. Вот у меня вот так оно получилось. Я связала первый ряд столбиками с накида и сразу же начала вязать по своей схеме. Единственное, я начала вязать не с первого ряда, так как у меня было 15 петелек. Вот эти 15 петелек мне поэтому пришлось начинать со второго ряда. И вот вам, как вариант,
Если у вас большее количество петелек, то вы можете, соответственно, начинать не с первого ряда, а, например, или как я со второго, или если пряжа у вас будет тоньше, или крючок тоньше, то можно даже начинать с третьего ряда. Разницы никакой, поскольку мы дальше будем вязать, вот, то есть, главное вот это прибавление вдоль регланных линий. Прибавление я делала 2 капли, все точно так же, как вот по этой схеме. Единственное, как я и говорила, что вместо вот этой ажурной дырочки я вязала столбики с обвитием. Вот они у меня, эти столбики. И мне прям в полотне очень-очень даже нравится этот рисунок. Сейчас я... Правда, у меня весь листочек уже мятый, как в дороге был везде. Вот, то есть вот так. Мне пока все нравится. И теперь о тех расчетах и там, как я вязала дальше. Меня очень часто спрашивают вообще, как вязать, какие там таблички использовать. Да, я точно так же, даже когда вяжу на себя, все равно отталкиваюсь от каких-то таблиц, но мне легче ориентироваться даже по готовой вещи. Я, то есть, примеряю на себя ту вещь, которая мне комфортна, вот по посадке, и уже по ней ориентируюсь. Но вот когда вяжешь от горловины, мне этот вариант очень нравится. Можно в любой момент померить, в любой момент там скорректировать что-то. Но вот когда все-таки от дома далеко, не всегда есть возможность даже какие-либо, как сказать, у меня вот чем минус, у меня на даче нет большого зеркала, чтобы посмотреть, как на себе это все выглядит. Но надеюсь, оно у меня будет. Но ладно, то есть как я ориентируюсь? В первую очередь, когда я вяжу кокетку, я не ориентируюсь на регланную линию. Я всегда ориентируюсь на высоту проймы. Я не знаю, правильно это, неправильно, но я вяжу так. Высоту регланной линии я всегда делаю где-то 21-22 сантиметра. Есть в интернете множество таблиц. Сейчас я вот покажу. У меня даже в группе есть табличка. Вот такая. Глубина проймы. У меня 48 размер. У меня глубина проймы 21,5 сантиметра. Но я вот всегда так и делаю. Где-то 21-22 сантиметра. Повторюсь, эту табличку у меня можете найти или в группе. То есть у меня есть в группе, там где фотографии, и отдельно альбом схемы таблицы, куда вы можете зайти, и там очень много схем, которые и таблиц, которые вам могут пригодиться в вашей работе. 21 сантиметр, и мне надо будет вывязывать росток. Росток я всегда вяжу где-то 2-3 сантиметра. Опять повторюсь, это не моя, как говорится, выдумка или что-то. Я уже показывала несколько раз в своих мастер-классах, что у меня есть вот такая книга, которой очень-очень много лет, и я всегда по каким-либо вопросам обращаюсь к ней. Ну, я вот знаю на память, то есть вот тут у них есть, в ней есть чертеж по построению, и здесь есть, то есть, вот этот росточек. И этот росток прям хорошо написан, что он где-то 2-3 сантиметра. Я не буду искать, то есть 2-3 сантиметра. Сразу же остановлюсь, то есть росток 2-3 сантиметра и подрезы, которые тоже вот здесь написано, например, от точки Г влево по пройме мы откладываем 2-2,5 сантиметра, постоянная величина. Это подрез по нижнему краю проймы. Поэтому вот я на эти средние величины и ориентируюсь. Поэтому, когда я вязала, я себе прикинула 21 сантиметр, и мне надо где-то 2-2,5 сантиметра это связать росток. Росток я вязала азиатским способом. Это когда мы вывязываем только по спинке. У меня вот была вот так кокетка, только по спинке. Поэтому я посчитала, сколько мне надо было, там 2,5 сантиметра.
Но у меня эти 2,5 сантиметра не получились, поскольку здесь раппорт 2 ряда. 2 ряда это было мне мало вязать, а мне пришлось вязать 4 ряда. И я сейчас уже посмотрю, вот эти 4 ряда, 1, 2, 3, 4 ряда, это вот получилось у меня 3 сантиметра. Поэтому я провязала 17 сантиметров кокетку, высоту кокетки. И уже по спинке провязала росток. Вот он, вот эта ниточка, вот ниточка у меня, вот эти 4 ряда, которые я провязала дополнительно, только по спинке. Вот. У меня сначала было так, и теперь вот за счет этого, что росток по спинке я вывязала, поэтому у меня и пройма немного, горловина немного опустилась. Она у меня была вот такая. Вот. А теперь она у меня стала вот такая. Вот так у меня вот это получилось. И теперь мне уже надо объединять все в круг. В круг, когда я объединяю, я обязательно вот для себя вяжу подрезы. Потому что даже если я иногда как-то выхожу, чувствую, что у меня там широковато получается, то я лучше регланную линию вяжу без прибавлений, но чтобы обязательно у меня были подрезы. Это намного комфортнее и удобнее, когда это носишь. Поэтому подрезы, как я уже вот вам показала, они 2-2,5 сантиметра. Я перевела свои сантиметры в петельки. У меня получилось где-то 10-11, по-моему, столбиков с накидом. Но 10 у меня не получается, поскольку вот я сейчас, когда буду объединять в круг, у меня вот мой рисунок здесь заканчивается 5 столбиками с накидом. И здесь тоже будет 5 столбиков с накидом. И чтобы был раппорт, мне надо будет добавить или 5 петелек, или 15 петелек. Но 5 петелек я посчитала, что это очень-очень мало. Но если вот, например, у вас размер, будете вы как вязать маленький, то можно и это 5. Но я себе буду добавлять 15 вот этих столбиков с накидом. Поэтому я вот провязала петельки переда и просто буду набирать воздушными петельками 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. И я уже соединяю спинку. Провязываю. У меня вот эти мои сейчас будут 1, 2, как по рисунку, 3, 4, 5. Вот у меня работу я соединила. И теперь я буду вязать уже дальше. Провяжу спинку, сделаю подрез под вторым рукавом и провяжу еще один ряд. И затем я буду вязать выточки. Поэтому я вот этот сейчас свое видео я уже смонтирую и вам оставлю на YouTube, ну то есть на своем канале, а сама попробую связать выточки. То есть я свяжу, померяю, посмотрю как и уже определюсь, надо их на самом деле или нет. Но в любом случае я чаще всего, не чаще всего, вот, например, на теплых вещах я обязательно делаю выточки, поскольку объем груди у меня, ну, я не скажу, что прям большой, но все равно, то есть 4 размер, поэтому зимние вещи, или там, которые из более толстой пряжи,
я вяжу, я обязательно вяжу на выточке. На летних вещах я когда вяжу, когда не вяжу. Я, например, могу связать, померить, посмотреть, что, ну, кажется, никакой разницы нет, что это я могу распустить и вязать просто прямым полотном. Поэтому я еще точно не определилась, будут у меня выточки или нет. Если будут, то я вам покажу, как я их вяжу. Если нет, значит, я вам буду продолжать работу просто прямым полотном на высоту, вот, которая мне нужна для моего жакета. Поэтому пока все, мои дорогие. Надеюсь, если вам вот такой формат видео нравится, пишите. Может быть, какие-то у меня есть недочеты, какие-то у вас есть замечания, поскольку это у меня, ну, видео первый раз такого формата. Пишите, я обязательно постараюсь ваши там какие-то замечания принять к сведению. И уже, как вам будет удобно, я уже постараюсь так это видео снимать. До свидания, хорошей вам погоды.